Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о скрытом смысле и отсылках к реальной жизни в фильме «Аватар. Путь воды». Мировая премьера фильма «Аватар. Путь воды» состоялась 16 декабря 2022 года, то есть спустя 13 лет после выхода первой части франшизы. Режиссером и продюсером кинокартины является Джеймс Кэмерон. Актерский состав фильма практически не изменился. «Аватар. Путь воды» создан с использованием новых анимационных технологий и отличается уникальными визуальными эффектами. За счет этого при просмотре фильма многие зрители обращают внимание лишь на красивую картинку, а сюжет кинокартины воспринимается как фантастика, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. На деле же вторая часть «Аватара» наделена глубоким смыслом, а многие моменты напрямую рассказывают о жутких тайнах нашего мира. Действие фильма «Аватар. Путь воды» все так же происходит на планете Пандора. После изгнания захватчиков главный герой Джейк Салли счастливо жил со своей женой Нейтири. Супруги успели родить 3 детей, а также воспитывали приемную дочь Кири, родившуюся от аватара Грейс. Именно она оказывается в центре сюжета второй части. В самом начале фильма говорится о том, что ее отец так и остался неизвестным. Девочка родилась у аватара Грейс. Ее отец так и остался неизвестен. После смерти человеческого тела Грейс, ее аватар продолжает свое существование в капсуле с водой. Кири периодически приходит в лабораторию, чтобы навестить свою мать и посмотреть видеозаписи с ее участием. В фильме есть момент, на котором дети обсуждают, кто же все-таки был отцом Кири. Все-таки от кого же она залетела? Думаю, от Нормы. Точно. Этот вопрос волнует и саму девочку. Когда Кири впервые подключается к Эйви на дне океана, она встречается со своей матерью и спрашивает ее о своем отце. Кто мой отец? Девочка. Создается ощущение, что Грейс не может ответить на этот вопрос. Ей либо нельзя озвучивать правду, либо она сама не знает, кто является отцом девочки. Сама Кири отличается от остальных жителей планеты Пандора. Периодически она впадает в странные состояния, словно отключаясь от всего мира. В диалоге с Джейком Салли она объясняет свое поведение тем, что слышит Эйву. Я ее чувствую. Я слышу ее дыхание и стук ее сердца. Впрочем, мало кто воспринимает слова девочки всерьез. Когда Джейк рассказывает о своей приемной дочери людям, они ставят ей различные диагнозы, предполагая наличие психического расстройства. Она говорила, что слышит Эйву, чувствует ее сердце. Ясно. Классический случай эпилепсии лобной доли. Эпилепсия? Да, здесь характерно видение, экстатические состояния, как она описывала. В конце фильма показывается, что, подключившись к Эйве, девочка может творить чудеса. Она управляет стаями рыб и морскими растениями. В эти моменты Кири перенимает силу всей планеты и распоряжается ею. Она легко разделывается с военными, а затем спасает своих приемных родителей. Все это дает понять, что Кири ассоциируется с образом Иисуса Христа. Тот факт, что отец девочки неизвестен, а Грейс не была замечена в любовных романах, указывает на непорочное зачатие. Произошло оно, судя по всему, в тот момент, когда Джейк и жители планеты Пандора пытались спасти Грейс и перенести ее сознание в аватар. Кири представляет собой физическое воплощение Эйвы на планете Пандора. И именно поэтому девочка слышала голос дерева и обладала его силой. Во второй части «Аватара» присутствуют лишь намеки на это. Сама Кири еще не осознает, кем она является и в чем состоит ее предназначение. Однако в целом мы видим прямые отсылки к библейскому сюжету и пришествию Христа. Скорее всего, в последующих частях «Аватара» именно Кири спасет Пандору и всех ее жителей. Впрочем, сюжет вполне может повернуться и так, что девочка окажется воплощением Антихриста. Так как «Аватар» снят известным западным режиссером, однозначно работающим на систему, в нем присутствует определенная подмена понятий. Люди представлены в фильме в роли злобных захватчиков, стремящихся уничтожить удивительную природу Пандоры и расправиться с местным населением. Сами же жители Пандоры являются духовными созданиями, живущими в гармонии с природой. При этом они наделены демонической внешностью, рептильными глазами, клыками, напоминающими зубы вампиров, длинными хвостами и острыми ушами. На самом же деле именно жители планеты Пандора олицетворяют людей,
а точнее то, какими мы являемся по своей природе. Люди же в фильме, напротив, символизируют сущности из других миров, некогда поработивших человечество. Подобная подмена понятий используется не случайно. На протяжении всего фильма зрители искренне переживают за жителей Пандоры и желают, чтобы планы людей провалились. Таким образом, на подсознательном уровне нас настраивают друг против друга, а образ истинного врага намеренно скрывается. Если в первой части «Аватара» целью землян были ресурсы Пандоры, то сейчас озвучиваются совсем другие задачи. Наша задача — укротить эту планету. Ни много ни мало сделать Пандору новым домом для человечества. Ну а чтобы это получилось, ее нужно зачистить от врагов. С учетом того, что люди символизируют инопланетных захватчиков или демонов, можно сделать вывод, что они мечтают уничтожить человечество и переселиться в наш мир. В фильме напрямую говорится о технологиях пересадки сознания, которые используются элитами для продления жизни. Короче, видишь, тут твои воспоминания и свойства личности. Вот это мы отправим на Землю, где тебя уже выращивают в лаборатории. Нужно вот это загрузить в мозги. Полковник Куарич, убитый в первой части кинокартины, возрождается в теле Аватара. Если в первой части фильма сознание людей подключалось к аватарам через сны, то сейчас они представляли собой самостоятельных существ. Мы станем так называемыми рекомбинантными организмами. Ты мой реком, полковник. У тебя мои воспоминания и мой шарм. С учетом того, что жители Пандоры олицетворяют собой людей, все это может показывать, как демоны в человеческом обличии проникают в наш мир. В первой части фильма по этому поводу была сказана следующая фраза. «Делай, как они, думай, как они поверят нам». Обращаясь к своему аватару, полковник Куарич также произнес символичную фразу, намекающую на его демоническую природу. Морпехи непобедимы. Они не умирают, а десантируются в ад. В момент, когда полковник выключал камеру, его рука была сложена в жест Бафомета. Чуть позже, когда Майлз уже в теле аватара инструктировал своих напарников, за его спиной можно было увидеть шестиугольник, дающий отсылку к культу Сатурна. Во второй части «Аватара» вновь говорится о том, что весь наш мир является единым целым. На этот раз связующим звеном выступает вода. Вода – твой дом. До рождения и после смерти. Все в мире связывает вода. Именно на дне океана находится священное дерево, которое дает жизнь всему вокруг. Во время похорон старшего сына Джейк Салли рассказывает об энергии, которая дается на время всем живым существам. После смерти же наше осознание возвращается к своему первоисточнику, сливаясь с ним воедино. В сердце Уэйвы есть место для каждого ее чада. Ничто не исчезает. Таким образом, «Аватар. Путь воды» еще раз акцентирует внимание на том, как устроен наш мир. Особого внимания в фильме заслуживает тема дружбы сына Джейка Салли Лоака с Тулкуном по имени Паякан. Здесь также могут присутствовать отсылки к библейскому сюжету. Согласно фильму, кит навсегда был изгнан из стаи. Что за Паякан? Тот, от кого они отвернулись. Одиночка, изгой. И у него нет плавника. Говорят, кровожадный. Кит может символизировать Люцифера, изгнанного с небес. В фильме Лоак видит историю Паякана и пытается доказать всем, что он не виноват. Убийцы небесные люди, а он не виноват. Он чист. Нет, Лок. По законам Тулкунов виноват. Они погибли из-за него. Возможно, что таким образом людей подводят к мысли о том, что Люцифера также оболгали и напрасно изгнали из рая. Присутствует в фильме и намек на программу контроля сознания МК-Ультра, а точнее на методы, используемые в ней. Когда паук оказывается в заложниках у людей, из него пытаются выбить информацию о месте нахождения клана Аматикая. При этом используются не обычные пытки, а именно воздействие на сознание. Помимо всего прочего, в фильме поднимаются социальные проблемы. Когда Джейк Салли со своей семьей приезжает на острова, местные жители неохотно желают их принимать. Они указывают на внешние отличия представителей клана Аматикая. Особенно ярко это прослеживается у детей, которые смеются над непохожими на себя собратьями. Вообще не похоже на Надю. Что это? Разве это руки? Что, рыбий головы? О, еще один пятипалый уродец. Костя, как это получилось?
На примере жителей планеты Пандора хорошо видно, насколько бессмысленно разделение людей по внешним признакам. Как и в первой части, через весь фильм «Аватар. Путь воды» проходит тема войны. Зрителям показывается, какие ужасы и разрушения она несет для простых людей. На примере Тулкунов вождь клана Меткаина рассказывает детям суть любых войн. Но они со временем поняли, даже справедливо пролитая кровь лишь продлевает кровопролитие. К сожалению, люди пока не могут осознать этого и продолжают сражаться друг с другом, считая это необходимостью. Одним из самых символичных моментов второй части «Аватара» является сцена с охотой на кита. В ней дается прямая отсылка к веществу под названием адренохром. Несколько унций самого драгоценного вещества в нашем мире. Подробный разбор этого эпизода вы можете посмотреть на платформе Бастион, так как на Ютубе данная тема находится под запретом. Ссылку на видео вы найдете в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Если первая часть «Аватара» выпускалась как самостоятельный фильм, то во второй присутствуют явные намеки на продолжение. Паук спасает своего отца, мечтающего расправиться с Джейком Салли, а тот, в свою очередь, говорит о необходимости готовиться к великой битве. Премьера третьей части «Аватара» запланирована на 2024 год. Возможно, что этот фильм откроет новые смыслы и даст ответы на все недосказанные вопросы, затронутые во второй части. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.